продолжаем работу над рубашкой. В прошлом видео мы уже обработали планку, и сегодня будем стачивать боковые швы. Я покажу, как выполнить тонкий запошивочный шов и расскажу о нюансах. Это канал «Шьем с умом». С вами Александра. Давайте начнем. Для стачивания боковых швов на рубашке используют так называемые бельевые швы. Чаще всего это запошивочный шов, хотя могут быть варианты. На фабричных изделиях такой шов, как правило, выполняется цепным стежком на двухугольной машине. В итоге у нас видны две строчки с изнанки и две строчки с лица. Плюсом такой обработки является то, что цепной стежок дает хорошую эластичность. Минусом то, что такая обработка не самая деликатная. Если запошивочный шов выполнять на обычной машинке с одной иглой, то с одной стороны у нас также будет две строчки, а с другой всего одна строчка. То есть это уже более деликатная обработка, хотя она и уступает цепному стежку в эластичности. Единственное, что дает идеальное сочетание эластичности и деликатности, это ручная строчка. Кроме того, она дает меньше уработки. Как я уже говорила в прошлом видео, правильный рубашечный шов имеет большую частоту стежка, а значит и большую уработку. Соответственно, если вы проложите две такие строчки, они вам стянут шов еще больше и добавят работы на утюге. Итак, у нас есть три варианта исполнения данного шва. Полностью на машинке, полностью вручную или комбинированный вариант. Я буду делать комбинированный вариант. Вот моя полочка и спинка. Складываем их лицом к лицу, совмещаем боковые линии и прокладываем машинную строчку. Я проложила строчку, приутюжила и немного оттянула шов. Теперь нам нужно определиться, какой ширины мы хотим делать шов. На фабричных изделиях я померила, примерно делают шириной 5-7 мм. Я думаю, что можно сделать и потоньше, и выполнить шириной меньше 5 мм, 3-4. Я видела швы и более узкие, там порядка 2 мм. Но, во-первых, я боюсь так близко к строчке срезать припуск. Во-вторых, я думаю, что просто не осилю такую обработку, поэтому возьму где-то 3-3,5 мм. Теперь нам нужно срезать припуски. Один из припусков мы срезаем на ту ширину, которую мы выбрали, то есть 3,5 мм. А второй припуск мы срезаем на ширину в 2 раза больше первой. Срезать припуски с такой точностью – это та еще задачка. Поэтому для удобства я сначала оба припуска срезала на ширину 7 мм. И потом на втором припуске я сделала разметку, которая делит данную ширину ровно пополам. И отметила ручкой вот с исчезающими чернилами, про которую я говорила в прошлом видео. Теперь я сейчас срежу второй припуск и будем разутюживать. Я срезала припуски и теперь иду на утюг. Для того, чтобы шов получился более плоским, сначала его нужно разутюжить, а потом заутюжить, таким образом, чтобы более широкий припуск оказался сверху. Может возникнуть вопрос, с какой стороны нужно оставлять более широкий припуск, со стороны полочки или со стороны спинки. Вообще-то принято более широкий припуск оставлять со стороны полочки, таким образом заутюживать его на спинку. Но мне непонятно, почему нужно делать именно так. Напишите, если у вас есть версия. Поэтому для меня пока что важно, чтобы боковые швы были оформлены просто симметрично, неважно на какую сторону. После того, как мы заутюжили, мы более широкий припуск огибаем вокруг более узкого и прокладываем строчку прямо в край получившегося сгиба, не шире 1 мм. Я буду прокладывать ручную строчку назад иголку. Для ручной строчки не обязательно использовать самые тонкие нитки. Я возьму обычную 40-ку. У меня получилась вот такая строчка. С лица она выглядит вот так. На пестрой ткани практически не видно. С изнанки получилось вот так. Я очень довольна. В следующем видео мы с вами обработаем низ рубашки. И я покажу, как выполнить боковую шлицу. Так что не пропустите. С вами была Александра на канале «Шьем с умом». До новых видео.